Всем привет! Меня зовут Виктория Косик, я гештальт-психолог, магистр психологии. И сегодня моя тема будет про сериал «Выбывшая». Этот сериал был основан на реальных событиях, и сегодня я его разберу и расскажу свое мнение с точки зрения психологии, почему здесь попахивает психопатией. В начале этого видео я хотела бы вас попросить подписаться на мой канал, поставить колокольчик, лайк, дизлайк, написать комментарий. Может быть, у вас противоположное мнение, может быть, у вас такое же мнение. Мне будет интересно его узнать, услышать. И вообще это очень сильно поддержит меня в том, чтобы я делала новые ролики для YouTube канала. Сериал достаточно интересный, что даже я решила сделать на него некоторый разбор. В начале этого видео я расскажу, о чем этот сериал, потому что есть, я думаю, люди, которые не смотрели. Потом расскажу, как понять, что вообще рядом с вами находится психопат. Расскажу, почему в таких девушек, как она, влюбляются. Также расскажу, какие она отношения строит, и расскажу с точки зрения нашей реальности, как сейчас, на чем сейчас фокусируется создание бренда, таких рекламных удачных кампаний с учетом этого сериала. Вот, так что давайте начнем. Этот сериал вышел в прокат в 2022 году. Главную актрису зовут Элизабет Холмс. И смотрю в тетрадку. Я специально в этот раз не написала на 10 листов. Я надеюсь, что сегодняшнее видео будет не на 30, не на 40, не на час, как обычно я делаю, а на минут, максимум 20. Вот, поэтому я постараюсь уложиться. Я сейчас зашла в интернет, специально посмотрела, как же выглядит Элизабет Холмс. На самом деле она очень похожа на главную актрису, которая снимается в этом фильме, на Аманду Сейфрид. У нее такие же большие глаза, у нее такие же волосы такими прядями белыми. У нее такой же какой-то, знаете, такой наивный взгляд. В общем, некоторые сходства в их внешности явно есть. Сейчас начну рассказывать про фильм, про сериал. Я иногда так буду говорить про фильм, но имею в виду сериал. Сериал начинается с того, что отца Элизабет увольняют, и они не знают, где взять деньги. И ее отец и ее семья вынужденно приходят к его брату и пытаются одолжить денег. Вот. Через какое-то время Элизабет переезжает в другой город, потому что она поступила в Стэнфорд. Это очень хороший, в общем-то, институт, где она училась и где она нашла первоначально своих людей, которые будут ей помогать создавать ее компанию под названием Terence, и своего на тот момент мужчину, с которым у нее будут отношения, и так далее. Мне понравилось, как снят был этот фильм. Мне нравится это сочетание, что главная актриса очень похожа на реального человека, на реальную Элизабет Холмс. Ее игра, то, как она показывала все эмоции, чувства и переживания, явно отражают то эмоциональное состояние человека, который мог сделать такую кампанию, мог удержаться в такой очень классной роли, на такой позиции, зарабатывать большие деньги. И что за такими большими доходами стоит, вот это очень хорошо она показала и отразила. Что было дальше? Она учится в Стэнфорде, знакомится со своим мужчиной, его зовут Санни Балвани. Меня зовут Санни. Ты классная. Ты впечатляешь. Заметьте, как она выстраивала отношения. То есть до Сани у нее был мужчина, которым там показывали, какие-то у них были отношения. Заметьте с самого начала, как выстраивались у нее отношения вообще с противоположным полом. Ей вообще было пофиг. То есть нет никакой эмоциональной включенности. Никакой эмоциональной включенности не было.
Она как начала встречаться с каким-то мужчиной, там даже в этом фильме не показывали какие-то чувства, какие-то переживания, что она там ждала как-то вообще, знаете, вот вообще это не про любовь. И она в итоге, Элизабет, взяла просто и ушла от своего вот этого мужчины, с которым, ну, который, получается, был первый мужчина в ее жизни. Есть такая некоторая холодность, отстраненность и про то, что, ну, как бы ты, если ты мне создаешь некоторый дискомфорт, я от тебя отказываюсь. То есть такое отношение к людям, к молодому человеку некоторое потребительское. Если есть какие-то сложности, то ты мне не нужен. Вот что-то вот из этого. Вот. После этого она идет в столовую, в кухню, то есть она живет, я так поняла, в общаге. Вот, все на нее смотрят, там девочки, подруги, с ней никто общаться не хочет. Она такая, знаете, вся в себе, слушает музыку, ходит в наушниках. То есть ей вообще пофиг на мнение других людей. Вот. И тут она заходит в столовую, на кухню и знакомится с мужчиной намного старше ее лет. Его зовут Сани Балвани. Знакомится с ним и начинает с ним общаться в формате дружеских отношений. И у них даже очень все хорошо получается. То есть они в первый же вечер поехали, где-то покушали, по-моему, китайскую еду. Вот. У них такие дружеские отношения были. И именно на таком формате дружеских отношений эти отношения продлились достаточно долгое время. И были периоды, когда она говорила Сане: вообще не приближайся ко мне, не общайся со мной, и она его отталкивала. Знаешь, как я скучаю, когда мы не говорим. Ты понимаешь, как странно слышать это от тебя? Мне 19. Мне 19. Саня на это соглашался. Ты должен говорить с ровесницей. Этого ты хочешь? Да. Но потом, через какое-то время, когда у нее были сложности, она ему позвонила, и он приехал. То есть я вижу в этой ситуации, вот то, как выстраивает она отношения, она не будет выстраивать отношения с мужчиной, у которого есть ценность себя, и который не будет бегать за девушкой, у которого не было бы желания входить в эмоционально зависимые отношения. То есть она сразу такая достаточно холодная, пофигистичная, меркантильная, ну как-то такая, знаете, про потребительство, про выгоду. И Саня включается в это. Я по этому сериалу не могу сказать, что я понимаю вообще, кто такой Сани, потому что там не показывали его историю общения с его родителями. Я понимаю, что, скорее всего, Сани был такой мужчина. Он, кстати, имел хороший доход, он продал свою компанию, он бывший инвестор. То есть он такой человек, который может резко принимать какие-то решения. И Сани включается в эту игру, где девушке вообще все равно на него, а он должен ее добиваться. То есть такие отношения подойдут не для каждого. Почему ты позвонила? Ты велела перестать общаться с тобой. Но для Сани такие отношения подошли. И так и вышло, что Элизабет такая была намного младше его, такая глупенькая, такая наивная, такая отстраненная, пофигистичная, холодная. И Сани продолжал просто находиться с ней рядом, ничего не требуя от нее, просто присутствовал, просто помогал, просто помог поговорить с ней по телефону, когда она захотела. То есть Элизабет просто была, знаете, в таких дружеских отношениях, потребительско-дружеских отношениях, где он не создавал никакого дискомфорта. Поэтому эти отношения так долго и длились. Вот. Что было потом? После она принимает решение, у нее появляется идея создать что-то необычное. У нее появляется идея про то, что она хочет быть вторым Стивом Джобсом, она хочет изменить мир, и ей нужно что-то придумать, чтобы она
как-то выделилась, чтобы она начала зарабатывать большие деньги. То есть у нее был огромный фокус на изменение мира и на желание быть миллиардершей, ну, то есть зарабатывать хорошие деньги. Она даже при знакомстве с Саней это сказала, что я вот в будущем буду такой. Вот. И ей приходит в голову идея о том, что она может создать новую инновационную формулу по анализу крови по одной капле. Ты сходила на пару лекций, несколько семинаров и решила, что сможешь открыть компанию. То есть там был конкурент Siemens или как-то, ну, как-то на S начинается там название конкурентов. Они также делали этот анализ крови, но там нужно было не одна капля, а сколько-то там миллилитров. И анализ был не такой быстрый, и Элизабет придумала новую формулу такую, что ты можешь узнать быстро, просто и дома, находясь дома, о том, что есть у тебя какое-то заболевание или нет, с помощью ее технологии, которую она вот придумала. А по ее технологии, типа за одну каплю крови можно было проверить вообще вот какой-то там очень важный показатель в крови, есть он или нет. Но вышло так, что она не закончила продумывание своей идеи, она не закончила исследование своей, вот этой, как называется, технологии по анализу крови, и она стала искать инвесторов. Для Oracle. Вы не сказали, что он безумен. Вы сказали, сколько вам надо. Если вы поверите в нас, то в нас поверят все. Еще не была сформирована и создана ее идея. Да, у нее работали там ученые разные, исследователи, постоянно там химики, постоянно они что-то там придумывали, постоянно пытались эту кровь тестировать, чтобы эта машина работала, но ничего не получалось. И выходило так, что она уже находила одного, второго, третьего инвестора, а формула по анализу этой крови, она не работала. Знаете, Дон, мы не готовы показать, но я могу предоставить информацию. Знаю. И в итоге, получается, начало поджимать время того, чтобы, ну, как бы, что-то надо продавать на рынок. В итоге выходит так, что, по идее, есть идея, но нет реального, ну, метода, можно так, реального какого-то научной новой изюминки. И она начинает продавать эту идею. То есть она постоянно, когда знакомилась с новыми инвесторами, рассказывала про, что это будет новый прогресс в мире, что она просто вот как Стив Джобс, вот сейчас так много классных идей, они были сначала идеями, а потом стали многомиллионными компаниями, как Apple, как Google, как там и другие компании. Она очень хорошо умела проводить переговоры, ссылалась на разные другие стартапы, известных компаний, которые тоже первоначально имели только идею. И на ее слова и на ее такой ангельский вид, такие огромные глаза, включалось очень много людей, инвесторов, и они начинали в это все верить. Выигрывала регулярно одна и та же стратегия, что она умела вести переговоры и убеждать, что ее идея, что ее анализ крови — это какое-то мировое новшество, и это прям супер идея, которая вот сейчас как-то изменит мир и поможет заранее человеку дома узнать, есть ли у него рак, есть ли у него какая-то болезнь, и это не нужно будет ждать, и можете сделать вообще прям дома, быстро, просто, и всего лишь по одной капле. Через какое-то время, когда в компании были сложности, у некоторых инвесторов появились и мысли о том, что что-то здесь происходит не то, Элизабет предлагает Сане ему включиться в ее проект, начать занимать тоже какую-то руководящую должность. Я попросила старого друга вступить в правление для того, чтобы помочь мне.
Когда приходит в компанию Терренс Санни, он дает такое, знаете, как будто бы второе дыхание компании. Инвесторы, которые были до этого и поддерживали Элизабет, думали, что сейчас что-то произойдет, что сейчас что-то изменится, что сейчас какая-то будет увеличится скорость производства, наконец-то что-то пойдет. Но снова убеждаемся в том, что... Но прошло 3 года, а мы вложили около 140 миллионов, и мне кажется, Уэйт уже теряет терпение. Это всего лишь ее были слова, и Санни это на самом деле ее мужчина, с которым у нее уже на тот момент были отношения. И это всего лишь такая, знаете, ну, как называется, такая форма прикрытия того, что на самом деле внутри пустота, и там, в общем-то, кроме идеи, ничего за этим не стояло. Там не было какого-то научного открытия, суперизобретения, новшества, новой идеи от слова совсем. Просто красивая обложка, просто красивый такой, знаете, замок карточный, который вроде бы со стороны кажется, как будто бы он идеальный, все так классно, все так шикарно, а внутри пустота, внутри вообще ничего нет. То есть есть только слова, обещания, рассказы, как все классно, как все чудесно, но внутри вообще ничего нет. На самом деле, то, что сейчас я рассказываю, я понимаю, что на самом деле это про некоторую реальность, в которой мы сейчас живем. И возвращаясь к теме курсов, которые сейчас преподносят на рынке, это курсы Аяза Шабудинова, там Ивлеевой, потом еще какая-то женщина была с рыжими волосами, забыла, как ее зовут. Это вот все про это. Это про то, что есть обещания, красивый маркетинг о том, что сейчас изменится ваша жизнь быстро, просто, всего лишь, как говорится, за одну каплю, там, за одну сессию, за 2 встречи, за этот курс, который вы пройдете. Это про некоторую реальность, на что сейчас люди включаются. И я думаю, Элизабет Холмс появилась в нужное время, в нужном месте, потому что люди хотят верить в таблетку, хотят верить в идею, что сейчас что-то произойдет, и сейчас, если вы сделаете этот шаг, то сейчас изменится ваша жизнь. Если вы вложите какую-то сумму денег в ее компанию, то все, вы будете богаты, потому что она новый Стив Джобс. Люди хотят верить в таблетки, люди хотят верить в быстрый результат, но только через время вы можете увидеть, что за таким красивым фасадом ничего не стоит от слова совсем. В 2015 году Терренс оценивалась в 9 миллиардов долларов, причем Холмс владела более 50% компании. И в журнале Forbes она стояла на первом месте самых богатых женщин Америки. Вы представляете, вот докуда доходит эта идея про быстрый результат? Один из биохимиков на 8-м году работы в этой компании покончил жизнь самоубийством, потому что его отстранили от своего места. Она не пускает меня в мою лабораторию. Мне даже запрещают посещать собрания. Он несколько лет проработал в офисе, хотя он был вообще биохимиком. И подали на него в суд, где он должен был рассказать, что происходит в компании. То есть начались некоторые подозрения и начали его вызывать в суд, чтобы он рассказал, что происходит в компании. Но когда он устроился на эту должность, на эту работу, он подписал огромное количество макулатуры, бумаг о том, что он не может рассказывать о том, что происходит в компании Терренс. И поэтому его, получается, с двух сторон стали продавливать. Мужчина стоял в таком достаточно сложном выборе. Она врала в заявках на патент. Если ты сообщишь об этом, все патенты Терренс утратят силу. Компания Терренс и адвокаты компании Терренс пытались там объяснить, что он сейчас болен, что он не может выйти, что он не может дать свои показания. Но на самом деле они просто пытались оттягивать возможность, чтобы этот биохимик вообще рассказал, что происходит в компании Терренс. А он же, по сути, и не мог это сделать, потому что он подписал документы о неразглашении сведений о компании.
Вот. И в какой-то момент он просто покончил жизнь самоубийством. На протяжении всего этого сериала мы можем наблюдать то, что постоянно были в компании дикие и странные правила. Ты не можешь интересоваться технологией, ты не можешь задавать вопросы. Постоянно были, знаете, такие запреты на то, чтобы ты что-то рассказывала о компании. Люди могли работать в какие-то периоды по 24 часа, то есть не по 12 часов. Она попросила свою помощницу, я помню, какой-то даже такой момент был этого сериала, где помощница приходит, и Элизабет говорит, они должны работать больше, они должны работать по 24 часа. Меня это вообще никак не волнует. Сейчас они работают по 12, меня это не устраивает. Они должны придумать мою технологию, которую я придумала, потому что слишком много денег уже инвестировалось, и мне нужно, чтобы моя идея была реализована. Но с таким условием, что мне вообще все равно, как они будут себя чувствовать. То есть у Элизабет вообще отсутствовало какое-то человеческое сочувствие, понимание, поддержка, сопереживание. То есть каких-то человеческого проявления в Элизабет не было. И это ярко отражается на сотрудниках, которые работали в ее компании, которые просто были использованы, которые вообще забывали и не могли никак вести свою какую-то личную жизнь, ну, вообще как-то проводить время, кроме работы. То есть у всех сотрудников компании Terrence был огромный фокус на работе и на этих дебилистических правилах, и у многих были сначала подозрения, непонятки, что происходит. Потом эти же сотрудники понимали, что эта компания вообще ничего не производит, ничего не изобрела. Но свои знания, которые они понимали, что за этой компанией вообще ничего не стоят, они не могли никому об этом рассказать, потому что всех сотрудников вынуждали подписывать договор о том, чтобы они не говорили о компании, не использовали, и там прям огромный такой список, не использовали много чего в рассказе о компании Terrence. Было потом любая проверка, которая приходила в эту компанию, они задавали вопросы, но Элизабет постоянно хитрым способом ей удавалось обхитрить людей, не показать лабораторию, не показать, как происходит исследование. Лаборатории. Вместо этого нам показали офисы, а Сане Болване показал спальный мешок. Почему вы не видели устройство? Ну, их беспокоит, что Кевин работал в Квесте. Квест — их главный конкурент. Она постоянно оттягивала время, она постоянно оттягивала сроки, обещала, ссылалась на каких-то снова же известных личностей, говорила, что все будет, избегала. И очень долгое время эта компания существовала просто на обещаниях, просто на красивых словах и глазах Элизабет. Стали появляться анонимные сведения о том, что происходит в компании, о том, что на самом деле они исследования проводят на фирме конкурентов, которая используют для анализа крови пробирки, а не одну каплю, и что, оказывается, Терренс разбавляет кровь в пробирках, это вообще нарушение, такого не должно быть. В конечном итоге компания обанкротилась, Элизабет уже не смогла сдерживать публикацию статей о их компании. Она очень старалась, и очень долгое время у нее это получалось, но уже на какой-то период это уже не вышло, и репутация компании полетела просто в унитаз. Ее посадили в тюрьму на 11 лет за мошенничество. Так вот, и сейчас я вам расскажу, как понять, что вообще с вами находится психопат. Элизабет Холмс, по моим ощущениям, по моему наблюдению, то, как я вижу, как происходит ее жизнь в этом сериале, является психопатом. Мы видим два таких момента, по которым я ориентируюсь, что что-то здесь не чисто. Первое. Это когда я общаюсь с человеком, и он как-то ярко и сильно начинает меня притягивать к себе, как будто бы я становлюсь такая, знаете, как будто бы завороженная,
как будто бы мне кажется, что вот он какой-то идеальный, что он какой-то вот этот человек, или там она, как Элизабет, что она какая-то одаренная, умная, что ну вот она прям какая-то вот уникальная. То есть первое, на что обратить внимание, что человек, с которым вы общаетесь, резко становится для вас очень притягательным, очень манящим, очень каким-то для вас обожествленным. Это первый момент. Второе. Есть другая крайность. Этот же человек через какое-то время может у вас вызывать огромное чувство ужаса. Прям до мурашек. Прям во взгляде, то есть это не объяснить, и начнешь задавать вопрос обычно там, как бы, а почему, что я сейчас чувствую, а при чем здесь это чувство страха, что со мной происходит. То есть, но на животной, знаете, такой, на физике становится жутко. Прям вот до мурашек, до какого-то такого прям желания убежать, до какой-то непредсказуемости, что может быть, до ужаса. Это как раз-таки психопатическая часть, которая у них есть, но часто первоначально она никак не проявляется. Они проявляются той стороной супер привлекательной, супер притягательной, такой обожествленной, где они вешают лапшу на уши и рассказывают, как вообще все классно и какие они вообще умные. Но через время, может быть, даже смотря какая личность, но вот по Элизабет Холмс, потому как я смотрела сериал, она вызывала две эмоции у меня. И я понимаю, что это и в жизни тоже так же. Есть два момента, по которым я понимаю, что я общаюсь с психопатом. Это он какой-то обожествленный становится для меня, какой-то идеальный, что вообще таких людей, кроме как психопатов, ну как бы нереально. Сейчас чуть позже дальше расскажу, почему они такие идеальные. А второе, то, что рядом с ним становится просто до мурашек страшно. Но здесь есть минус, что у некоторых девушек и у некоторых людей есть телесное ощущение, что до мурашек страшно. Это что-то очень привлекательное, потому что эти же мурашки у них были от родителей, от родительской семьи, то есть от тех людей, которые их воспитывали. И тут становится, ну, некоторая правда такая опасность про то, что некоторых людей эти мурашки и это чувство страха может привлекать. К сожалению, вот это так и есть. Вот. Почему она такая была притягательная? В этом сериале очень хорошо показан тот момент, как она умела играть. Она вообще не имела никаких чувств. Ни страха, ни вины, ни сопереживания, ни желания узнать другого человека. Она не способна была к какой-то, знаете, радости, к жизни здесь сейчас. Она понимала, что она другой человек, что она какая-то не такая, что ее психика отличается от других людей, и это нужно скрывать. И это отличие она максимально пыталась маскировать и пыталась подражать другим людям. То есть это очень хорошие такие актеры, и поэтому у них получается очень хорошо притягивать других людей, потому что они за всю свою жизнь профессионально научились считывать эти такие моменты, как люди включаются, через какие эмоции, через какие слова, через что они притягиваются. Они это все копят, и как актеры, как актрисы это проживают. В этом фильме мне очень понравился сюжет, когда ей сказали, что ты должна сейчас на камеру сказать, что тебе очень жаль, что ты растеряна, по-моему, ей такое слово. Я потрясена, что мы не успели исправить недочеты. Сказали. И как-то это сказать очень так искренне и душевно. Но она не видела до этого примера, как это сделать. И она просто сидела и во время интервью говорила: да, я растеряна, да, я удивлена. То есть все те слова, которые ей до этого сказали использовать в этом интервью, она просто сидела с пустым чистым листом фейсом, и их просто говорила. То есть эмоциональных никаких переживаний у нее не было. Чувствуете ответственность за выбор не тех людей, отсутствие нужного надзора? Да, я потрясена. То есть
Все, что связано с эмоциями, это просто у нее отсутствие в этом месте. Либо есть другая динамика, где она перед этим могла где-то такие эмоциональные переживания увидеть у другого человека и просто взять их и скопировать. То есть вот только так. И те моменты, когда они притягивают людей, это обычно такой некоторый копинг, где они скопировали там какие-то эмоции, там какие-то эмоции, там какие-то манипуляционные фразы, и этим постоянно притягивают к себе внимание. Там был такой момент в фильме, где она пришла сдавать свой сотовый телефон, потому что она его в злости взяла и разбила, где она пошла сдавать свой сотовый телефон, чтобы данные на этом телефоне перенесли на ее новый телефон. Вот. И увидела, как девушка, которая продавала телефон в Apple, стояла и говорила: я не виновата в этом. Я следовала инструкции. Я слишком торопилась. Мне так жаль. У нее было чувство вины, она начала оправдываться, у нее началась истерика. И Элизабет стояла и изучала, как люди, точнее, эта девушка испытывала это чувство вины. И взяла это чувство вины, перекопировала, и в другой ситуации, когда ей нужно было там извиняться за свой поступок, она также стала вести себя и также стала извиняться. Прям вот под копирку, под такой некоторый, как называется, как дубляж такой был. Я делала все шаг за шагом. Я просто поторопилась. Там нет способности чувствовать другого человека, там вообще нет интереса к другому человеку. Там есть фокус на что? На всемогущество, что я такой весь один, все смогу сделать, я смогу изменить мир. То есть это мысли психопата, что я сейчас изменю мир, что я такой один уникальный, мне вообще никто не нужен. Там вообще нет фокуса на отношений. То есть вообще в психотерапии, когда ко мне клиенты приходят, у которых отношений нет и фокуса на этом нет, часто вот по Элизабет вы можете также это заметить, потому что там еще личность не созрела к встрече, к запросу, к такой потребности, чтобы встретиться с другим человеком. Вот вообще. Вот. Поэтому у Элизабет весь фокус на всемогущество. Ничего из того, что вы делаете, не имеет никакого значения. Потому что вам все равно. Я имею в виду, у вас нет амбиций. Все контроль, потому что она обкладывает всех правилами, как можно, как нельзя и так далее. Такой холод, безразличие, отсутствие эмпатии, отсутствие каких-либо чувств, переживаний. Она хочет быть популярной, она хочет быть известной, она хочет денег. И, кстати, вот, может быть, по моему описанию вы уже так догадаетесь, на кого это еще из наших людей в шоу-бизнесе очень-очень это похоже. Ну так, может быть, со стороны вам некоторый такой намек будет. Вы не хотите делать что-то значимое. Вы просто человек. Как она относилась к удобствам, как она относилась к своему внешнему виду, ей вообще было на это все равно. Потому что люди там невротического склада ума, с нарциссическим таким радикалом, они постоянно переживают: а как я выгляжу, я должен хорошо выглядеть, там доход может быть, знаете, направлен на то, чтобы хорошо выглядеть. Но как вы видите, с ситуацией с Элизабет, там увеличение дохода — это не про желание лучше выглядеть, чувствовать комфорт, жить в более комфортных условиях. То есть у нее фокус не на это. Да, они потом переехали в свой дом, точнее, Санни купил дом себе большой, где они жили, был комфорт. Санни сказал ей, как ей нужно одеваться, Санни сказал ей, как нужно питаться, что нужно пить свежие смузи и так далее. Нет. Пей. Нет. Он стоил $12. Пей, полезно для здоровья. Мне все равно, сколько он стоит. Но по сути-то у нее, у самой как вот личности психопатичной, у нее нет вообще и заинтересованности, желания как-то кому-то понравиться,
желание быть в комфорте. Вообще на это ей все равно. Ей безразлично вообще другие люди, там способности встречаться с другим человеком, кроме как с потребностью использовать другого человека, вообще нет. Вот. Почему же Санни влюбился в Элизабет? Я все-таки не слышала какой-то, знаете, более такой подробной предыстории его детства, жизни и так далее. Я вижу, что да, он хорошо зарабатывал, да, он продал свою компанию, да, он такой инвестор. То есть, как я понимаю, вот какие бы мужчины вообще влюблялись бы в Элизабет, это те, которые хотели бы добиваться предрасположенности, желания добиться, заполучить, как-то что-то доказать. То есть часто такие дети, такие люди, ну, как бы имели какую-то предысторию в детстве, где они пытались заслужить любовь родителей. Вот. И когда есть такая предыстория в детско-родительской семьи, тогда уже, вот как мы видим по типажу Сани, у него появляется желание все время, ну, как бы выполнять желание Элизабет. Я 6 лет работал днем и ночью, чтобы помочь тебе. Пытаться терпеть это, выдерживать. Да, она сейчас не хочет общаться, хорошо. Сейчас хочет, хорошо, сейчас я приеду. Да, у тебя сейчас сложности в твоей компании. Я тогда буду вместе с тобой на этой компании работать. И даже в конце этого сериала он не смог от нее уйти. Это твоя мечта. Твоя страсть. Не моя. Он уже понимал, что она, он уже понимал, что она психопатка, он уже вообще все понимал, что это вообще все разрушится, что вообще это все бессмысленно. Но он все равно не принимает решение уйти от нее, а она уходит от него, потому что у него такой возможности нет. Он привык добиваться, терпеть, пытаться, чтобы, знаете, там, заслужить любовь другого человека. И вот поэтому он и вступает в такие отношения, как Элизабет. Думаешь, избавишься от меня? И все? Все кончено. Нас будут судить. Вот, то есть, Элизабет такая, она непредсказуемая, она без каких-то таких правил, она живет в удовольствии, ну и поэтому вот такие вот мужчины, как Сани, в это и включаются. Вот, с желанием добиться, с желанием, что, блин, может быть, когда-то, да, она меня заметит, может быть, когда-то она, да, и улучшит свое отношение ко мне. Вот, какие у них были отношения по этому фильму? По этому фильму мы очень хорошо можем наблюдать такую ролевую модель, как папа-дочка. Вы видели, что в этом сериале Сани занимал такую позицию, где он ее опекал, где он с ней был, где он с ней рядом присутствовал, где он говорил ей, как нужно поступить, где он ей говорил, как нужно одеваться, что нужно есть, как нужно пить, как реагировать на какие-то спорные ситуации. То есть, по сути, Элизабет была, ну, как-то прислушивалась к нему, потому что она понимала, что она не может ориентироваться на социальные какие-то моменты, какие чувства сейчас нужно изобразить, что нужно сделать, чтобы я там себя чувствовала хорошо, как нужно сделать так, чтобы понравиться другим людям. И Сани в этом месте имел некоторую, знаете, такую большую человечность, и он ей в этом помогал, потому что у него эта человечность была, он мог испытывать эмоциональные переживания, и поэтому он ей, по сути, и нужен был. И она его вот таким вот способом и использовала для того, чтобы совершать и создавать свое вот это могущество, создавать свою компанию, эту Терренс. Вот. Но равности у них в отношениях не было. Он был папа, который даже по возрастной категории ее был в несколько раз старше. А она была такой дочкой, которая его слушалась, которая делала, как он считает нужно, в то же время имела некоторую свою такую психопатическую ебанцу. Вот. И в конце также хотелось бы добавить, про что это вообще, как это отражается на нашем времени, на то, что сейчас происходит в мире. Сейчас мы видим, что есть такой рекламный хороший маркетинг, это когда человек становится брендом.
Мы таких историй сейчас в жизни нашей видим достаточно много и часто. Когда человек ставит, знаете, такой фокус своей работы, фокус всех продаж, всех маркетинговых своих компаний, курсов и так далее, то, что он изменит сейчас других людей, что он сейчас привнесет какую-то таблетку, какой-то быстрый результат, какая-то прям уникальная формула есть, уникальная какая-то разработанная им идея есть, но в то же время он не фокусируется и не пытается как-то улучшить сам себя. А там очень большая разрушенность самой личности. То есть, как мы видим, и у Элизабет была такая идея, что она очень хотела изменить мир. Но вместе с тем она пыталась отрицать то, что на самом деле измениться ей нужно. То есть у нее есть огромная разрушенность и не норма, искажение, ну, психопатия, по сути. И она всячески пыталась направить свой фокус на то, что я изменю мир. Но ни в коем случае не замечу того, что на самом деле измениться-то нужно мне. И вот человеческих отношений, близости, создания, диалога, этого ведь нет. Но это ей как-то на это все ей все равно. Но изменить мир она хочет. Окей, конечно, хорошо. И здесь хочется так сказать, если у человека есть отношения, это не говорит о том, что он может создавать, он может испытывать эмоции, человечность, эмпатию. Это вообще никак не говорит об этом. Как мы видим по этому фильму, можно быть в отношениях и не быть в близости. Вот как были отношения Сани и Элизабет, там не было никакой эмпатии, было чисто использование, были отношения папа-дочь, и, в общем-то, все. Внутри у Элизабет просто пустота. Там, кроме идеи и желания чувствовать свое всемогущество, какая я молодец, что я здесь второй Стивен Джобс, что сейчас я вот смогу изменить мир, и сейчас я войду в историю, кроме этого там нифига ничего не было. Такой весь фокус на то, чтобы создать идеальную картинку, а эта вся идеальная картинка чисто построена на то, чтобы увеличить продажи. Продажи, только продажи. То есть фокус деньги, 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 деньги. Вот только про это. В более здоровых проявлениях человек, да, он пытается создать, может быть, некоторую картинку, быть хорошей, быть там красивой, умной и так далее, но с целью, допустим, там, сблизиться, создать отношения, чтобы там, создать семью. Но здесь мы видим, что здесь создавалась картинка не для этого. Там потребности выйти в близость и выйти в диалог и создать что-то близкое вообще нет. Там картинка создавалась просто для отстегивания денег, для того, чтобы типа а-ля я хочу изменить мир, чтобы войти в историю, чтобы заработать больше денег, чтобы в рейтинге ее компания была там на каком-то месте. Так что обращайте внимание, какие чувства у вас вызывает ваш собеседник, как вам вообще с ним. Есть ли такое, что он очень вас как-то притягивает, и вам кажется, что он прям бог, что он такой всемогущий, что он такой умный, что он сейчас изменит мир, что мне нужно рядом с ним держаться, либо наоборот, в какой-то период вы с ним общаетесь, вы понимаете, что как-то до мурашек как-то с ним жутко и страшно. Вот. И сюда же еще обратите внимание на то, как люди сейчас в нынешнем нашем времени создают красивую картинку идеальной жизни. И любопытно, правда, что стоит за таким желанием. Вот. На этом, я думаю, все. Вроде бы все рассказала. На этом все. Заканчиваю это видео. Меня зовут Виктория Косик, я психолог. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите ваше мнение, в чем ваше мнение отличается от моего. Мне было бы очень интересно послушать. И это нормально, что с какими-то словами вы с моими не согласны. Вот. Так что до скорой встречи.